Всем привет, друзья! Сегодня в обзоре вот такие часы Casio. Это модель G-Shock. Называется она вот так. JA101A1. На самом деле я не буду делать обзор на эту модель, потому что подобная модель у меня в обзоре была, немножко в другом цвете. Я хочу немножко поговорить вообще о конструктивных особенностях этих часов и о том, какие бывают, скажем так, феерические конструктивные провалы у таких даже известных фирм. Во-первых, первое, смотрите, эффектные часы, черный корпус, черные дисплеи, черный ремешок, достаточно эффектно все смотрится, контрастные надписи, белые стрелки, то есть вроде бы на первый взгляд никаких претензий, никаких вопросов к этим часам нет. Давайте я покажу, во-первых, как работает инверсный дисплей, то есть то, что я всегда отмечаю, когда вы покупаете инверсный дисплей, вы должны понимать, что это такое. Смотрите, вот я сейчас источник света передвигаю вперед, вот вы видите он в отражении, вот, вы видите, что происходит, да? То есть вот так даже я поверну, то есть свет попадает на циферблат, но в общем-то надписи практически пропали на дисплее. Еще раз, вот я возвращаю источник света обратно, и вы видите, что надписи появились. Это нужно учитывать, когда вы покупаете. Давайте я вам покажу на втором примере. Вот модель, та же модель, но в другом исполнении, соответственно, дисплей не инверсный. Дисплей не инверсный, источник света стоит у нас, и вот я начинаю двигать, вы видите по отражению, что происходит. Но здесь как бы немножечко лучше. То есть при прочих равных условиях обычный дисплей, то есть прямого отражения, когда темные цифры на светлом фоне, он имеет всегда лучшую читаемость. Учтите это, пожалуйста. Ну и теперь давайте вернемся вот к этим часам. Вот, собственно говоря, что я хотел о них рассказать и показать, и для чего я вообще решил снять это видео. Все равно часы очень эффектные до тех пор, пока не настает вечер или ночь. Давайте посмотрим, как устроено здесь все. Вот давайте я покажу сбоку. Я покажу, где устроен светодиод. Вот там, вот видите, лампочка загорается. Вот она внизу загорается лампочка, соответственно, вот так может видно. То есть лампочка расположена выше уровня цифровых дисплеев. А жидкокристаллические дисплеи устроены таким образом, что они работают в отраженном свете. Ну и давайте теперь посмотрим, что произойдет, если у нас настанет вечер или ночь. Вечером мы имеем вот такую картинку, причем, заметьте, тут еще есть небольшое освещение у меня. И вот я включаю подсветочку. Слава богу, стрелки белые, видно две стрелки, часовую, минутную, видно секундную, ну и на этом все. То есть дисплей цифровой вы совершенно не видите. Почему? Потому что очень просто. Вот она лампочка, она расположена выше по уровню, она не светит сверху, она светит сбоку, соответственно, ни о каком отраженном свете здесь речь не идет. Теперь, чтобы продемонстрировать принцип работы, я вот подготовил мобильный телефон со встроенным фонариком. И вот смотрите, что происходит. Как только появляется источник света, причем это один скромный светодиодик. Смотрите, все, картина сразу же меняется, все прекрасно видно. То есть нужен внешний источник света. Соответственно, часы эти без источника света не работают. Еще раз, смотрите, ну часы работают, конечно, остальные функции не работают. Да, теперь свет включаем и как бы начинаем вот это все пытаться переосмыслить. Лично я считаю, что для фирмы Casio эта модель, это что называется феерический птенец, скажем так. Вот. Потому что ну, такой грубый конструктивный провал или прокол, я не знаю, фирма такого уровня, мне кажется, не должна допускать, потому что вы имеете по факту часы, которые наполовину функциональны, то есть половину дня они просто не работают. Причем, если бы это были какие-то костюмные часы, еще было бы понятно. То есть вот такие часы берутся для условий каких-то достаточно тяжелых, охотники, рыболовы, военные, просто путешественники это все берут. Вот, например, сейчас стоит у меня на вот этом дисплее мировое время. То есть вот смотрите, вот сейчас я поставил мировое время.
да, и вот вам для какой-то цели нужно это время, кроме того, что на основном дисплее идут время текущего часового пояса, вот здесь время Нью-Йорка, 13 с чем-то, там, да, 13:38, но вы, то есть, как бы, вам реально эта функция нужна, и вот, скажем так, буквально пройдет еще какое-то время, и все, вы не сможете эту функцию прочитать, то есть, вы не сможете этой пользоваться, я согласен, даже ночью там секундомер не всем нужен, хотя, опять же, установить будильник, вот, пожалуйста, вот будильник, вы просто его не сможете установить даже, потому что его просто не видно. Да, кстати, в тех часах, которые я еще показывал раньше, конструкторы догадались сделать часовую стрелку красной, так вот это она ночью, аналоговую стрелку, я имею в виду, вот эту, вот она, я напомню. Она ночью тоже практически не читается, она читается очень-очень плохо, и хочется спросить, что же вы там, ученые, как бы, доценты с кандидатами, чем вы вообще думали, как бы, когда делали эти часы, вы вообще ночью их проверяли, то есть вообще вызывает это все большое удивление. То есть может быть ответ в том, что это страна восходящего солнца и как бы и не заходящего солнца, может у них солнце никогда не заходит, может поэтому они это все сделали, как бы. Причем что интересно, давайте посмотрим, давайте перейдем за компьютер, посмотрим вот эта моделька, вот я в поиске задал Casio GA100, GA100 или JA100. И вот вы видите, как бы тут очень много вариаций, там они красные, белые, желтые тут есть, ну вот как бы какие-то, то есть как бы вариаций очень много разных, там они есть и с синими стрелками, там, ну там куча всяких вариантов, причем модель выпускается где-то уже лет 5, вот, и хочется спросить, что неужели как бы вы не могли, вместо того, чтобы придумать какие цвета как бы сделать, вы не могли сделать то, что здесь совершенно в ненужном и в неправильном месте расположена подсветка. То есть вот такие вот феерические провалы, как говорится, 5 лет прошло, а, как говорится, навоз и ныне там, мягко говоря. То есть поэтому, друзья, как бы я просто хочу рассказать вот так, как правда, как бы очень эффектные часы, очень хорошие, как бы великолепно смотрятся, но вы, то есть с теми недостатками, которые я сказал, вот хочется узнать ваше мнение, как бы напишите, как вы к этому относитесь и считаете ли вы это недостатком, или может быть я это как-то не совсем правильно понимаю. Причем эта модель до такой степени популярна, что китайцы нашлепали огромное количество вариаций на нее, там они переплюнули даже родоначальников по цветам, то есть там все цвета радуги, но я считаю то, что простительно часам за 6-10 долларов, как бы непростительно часам, которые стоят все-таки там 100, 120, 150 долларов, как бы мне кажется, что это просто как бы конкретный косяк и конкретный провал. Вот такое видео. Если вам эти часы все-таки захотелось купить после моей такой антирекламы или не рекламы, а, скажем, разоблачения, я ссылочку, конечно, внизу оставлю, зайдите, посмотрите, может быть вам они и понравились, может быть, как бы вы их себе и купите, как бы. Ну и на этом, как бы, я свое видео заканчиваю. Всем спасибо. Напишите свое мнение в комментариях, что вы по этому поводу думаете, как бы. Ну и на этом я заканчиваю. Всем спасибо. Пока. До новых видео.